Привет, друзья! Сегодня в выпуске мы с вами вместе подробно разберем, как на самом деле выглядит жизнь в Германии глазами мигрантов и какие скрытые бытовые плюсы заставляют людей оставаться здесь, несмотря на всю бюрократию. Также вас ждет разбор чрезвычайного происшествия в Баварии, где неопознанный беспилотник проник в закрытое воздушное пространство и временно нарушил работу аэропорта Мюнхена. Кроме того, мы с вами детально проанализируем свежие экономические отчеты. Цены на продукты питания в супермаркетах Германии существенно выросли по сравнению с докризисным уровнем, поэтому мы подсчитаем с вами реальное влияние на кошельки и разберем основные причины этой затяжной инфляции. Выпуск будет максимально полезным, досмотрите до конца. Итак, разбирая преимущества немецкого быта, легко начать воспринимать высокий уровень местной инфраструктуры как нечто само собой разумеющееся. Но давайте будем честны. Хотя солнечная погода в Испании может быть приятнее, кухня в Италии вкуснее, а цифровая IT-инфраструктура в США мощнее, повседневная жизнь в нашей Германии все равно приносит многим мигрантам высокий уровень комфорта. Подавляющее большинство иностранных граждан сегодня обосновывается здесь в первую очередь потому, что сами этого хотят. Этот факт подтверждается масштабными опросами экспатов, которые открыто делятся тем, какие именно бытовые особенности в немецких городах кажутся им наиболее удобными. Многие новоприбывшие жители находят настоящее облегчение в возможности избежать тех повседневных неудобств и хаоса, с которыми им приходилось сталкиваться у себя на родине. В качестве примеров можно взять две разные истории. Вышедшего на заслуженный отдых школьного учителя, обосновавшегося в Берлине, и ученого, который сейчас работает в исследовательском институте Потсдама. Для первого ключевым фактором комфорта стал тот факт, что на всех ценниках в немецких супермаркетах, друзья, окончательная стоимость товара указывается уже с включенным налогом с продаж. То есть пожилому человеку нравится эта прозрачность, ему не нужно дополнительно рассчитывать проценты у кассы, как это часто бывает в других странах. Ну а для научного сотрудника из Потсдама важным преимуществом стало сегодня отсутствие платы за проезд по скоростным автобанам, что делает поездки по Германии более комфортными по сравнению с рядом соседних европейских государств вроде Франции или той же Италии, где за использование дорог взимаются отдельные сборы. Бесплатные скоростные дороги вызывают у приехавших в Германию людей положительные эмоции. Пожилые люди и специалисты говорят, что гораздо проще им и спокойнее, скажем так, один раз платить обычные налоги государству, чем постоянно тратить свои нервы и деньги на объезды платных участков по второстепенным дорогам. Мигранты также часто сравнивают немецкие автобаны с дорожными сборами в Соединенных Штатах Америки или Южной Европе, а также с австрийской системой наклеек виньет. Ведь в Австрии, вы знаете, наверное, водители обязывают приобретать такие специальные дорожные разрешения. Его нужно либо покупать на заправках, либо заранее оформлять онлайн в приложении. Помимо хорошего асфальта, у каждого человека в Германии со временем появляются свои любимые бытовые удобства. Но есть одна общая тема, с которой согласится фактически каждый. Более половины участников опроса на первое место поставили местный общественный транспорт. Например, обычная берлинская учительница Карла, которая пользуется автобусами и метро, каждый день отмечает, что ее жизнь стала намного комфортнее. Возможность быстро доехать до работы, спокойно выбраться за покупками или без опоздания встретиться с друзьями снизила уровень дорожного стресса и суеты. С этим мнением во многом согласна и Нэнси, профессор бизнеса, которая переехала в Германию из Соединенных Штатов Америки. Она подчеркивает, что городской транспорт в немецких городах устроен очень удобно, делая лишь небольшие исключения для скоростных поездов дальнего следования ICE, которые, вы знаете, в последнее время иногда задерживаются из-за ремонта путей. Для американки стало приятным удивлением то, что в немецком городе человеку часто не требуется абсолютно личный автомобиль. Отказ от автомобиля существенно снизил ее, соответственно, ежемесячные расходы на ремонт, топливо, страховку и платную парковку.
Немецкие автобусы и электрички экономят людям время, уменьшают стресс и помогают сохранять семейный бюджет. Надо также признать, что к местному общественному транспорту приезжие специалисты и рабочие относятся со сдержанной, но очень искренней оценкой. В кругу иностранных инженеров и программистов часто даже шутят. Да, немецкие поезда в последнее время нередко приходят с задержкой, но они в любом случае довозят вас до места назначения. Для сотен тысяч людей развитая автобусная и железнодорожная сеть стала важным символом личной свободы. То есть комфортные маршруты дают человеку высокую степень независимости, например, от цен на бензин, стоимости обслуживания того же автомобиля и необходимости подстраиваться под графики родственников. Для пожилых людей и тех же пенсионеров, переехавших в Германию к своим детям, этот транспортный фактор имеет особое важное значение. Приезжие отмечают, что буквально в любом районе города автобусы и трамваи ходят достаточно регулярно, чтобы можно было без серьезных абсолютно трудностей доехать до центральной больницы или попасть, например, на прием к профильным врачам. Пожилым людям больше не приходится тратить силы на утомительное вождение в плотном таком потоке машин и часами искать свободное место на парковке. Сами мигранты с легким юмором также добавляют: пусть с расписанием в Германии иногда и случаются эти небольшие накладки, но, по крайней мере, у жителей всегда есть общая понятная тема, чтобы дружно обсудить это на остановке. Настоящим облегчением для кошельков миллионов иммигрантов стал единый проездной билет. Иностранные специалисты особо выделяют в своих отзывах немецкий билет Deutschland Ticket. По общему мнению, это один из самых доступных и удобных способов передвижения для всех, у кого нет личного автомобиля. Во многих других европейских странах, будь то Франция или Бельгия, люди не видят настолько доступной единой проездной системы, которая позволяет по одному, скажем так, билету без ограничений пользоваться региональными поездами, метро и трамваями по всей территории страны. Вдобавок к этому в немецких городах всегда можно легко и быстро вызвать такси через мобильное приложение, если нужно срочно добраться до вокзала с тяжелыми чемоданами. Еще одним колоссальным преимуществом, которое отмечают многие, все приезжие специалисты, является знаменитый немецкий баланс между работой и личной жизнью. В кругу иностранных сотрудников часто подчеркивают, что разница по сравнению с другими странами ощущается уже с первых дней трудоустройства. То есть культура четкого разделения рабочего времени и отдыха дает людям больше возможностей для заботы о собственном здоровье и ведения более сбалансированного образа жизни. Найти подобный баланс, например, в ряде азиатских стран, где распространены такие длинные, даже сверхурочные часы и высокий уровень переработок, бывает намного труднее. Помимо этого, мигрантам часто нравится то, насколько глубоко инфраструктура немецких городов приспособлена для пеших прогулок и безопасной езды на велосипедах. Такая продуманная сеть велодорожек позволяет многим людям передвигаться более экологичным и даже удобным способом, в ряде случаев вообще даже не задумываясь о покупке автомобиля. А если взять, к примеру, Берлин, то он традиционно впечатляет новоприбывших обилием зеленых зон, масштабных парков, лесных массивов с большим количеством деревьев прямо вдоль оживленных улиц. Кроме того, немецкая столица уже давно стала одним из привилегированных центров в Европе для вегетарианцев и веганов, предлагая в супермаркетах и кафе широкий выбор растительных продуктов. А вот велосипедные дорожки, чистый воздух и разнообразное питание – все это, конечно, важно. Но, друзья, у любого человека рано или поздно возникает вопрос, как устроена местная система медицинского обеспечения. И здесь иностранные граждане снова находят для себя ряд существенных плюсов. Обычно обязательно медицинское страхование в Германии мигранты называют одной из ключевых сфер, которая повышает качество жизни по сравнению с их родными странами. Государственная система выстроена сегодня так, что даже при серьезных заболеваниях человек в большинстве случаев защищен базовыми гарантиями и не рискует остаться один на один с неподъемными счетами за лечение. В повседневной медицинской жизни иностранные специалисты особенно часто выделяют достаточно
щедрую и устойчивую систему предоставления официальных больничных листов. В Германии, если работник приболел, ему не нужно абсолютно продолжать работу с температурой, опасаясь увольнения или санкций со стороны работодателя. Законодательство достаточно строго защищает здоровье человека. Можно спокойно остаться дома и восстанавливаться, а работодатель в большинстве случаев обязан оплачивать пропущенные дни. Настоящий интерес у мигранта вызывает и современная цифровая система электронных медицинских рецептов, получившая официальное название e-рецепт. Это такой IT-сервис постепенно заменил старые бумажные рецепты. Хотя на старте внедрения этой реформы, наверное, вы знаете, система периодически сталкивалась с техническими сбоями, сегодня она работает достаточно стабильно и используется в повседневной жизни. Приезжие специалисты отмечают, что немецкий электронный рецепт по многим параметрам выглядит удобнее аналогичных цифровых медицинских сервисов, например, в той же Великобритании или Соединенных Штатах Америки. И главное преимущество здесь – это высокая скорость передачи данных врачом в общую систему и возможность получить назначенное лекарство абсолютно в любой аптеке страны. То есть пациенту достаточно прийти в ближайшую аптеку и предъявить свою электронную карту медицинского страхования. Фармацевт сразу же видит на экране перечень назначенных препаратов. Но если подвести общий итог всех отзывов о немецком здравоохранении, то мы с вами можем сказать, что почти каждый мигрант формулирует его приблизительно так. Живя в Германии, человеку в большинстве случаев не нужно постоянно опасаться финансового краха в случае тяжелого заболевания. Государственная страховая система берет на себя немалую часть расходов на непростые операции, дорогостоящую реабилитацию и длительное лечение в стационаре, обеспечивая людям полностью базовое чувство финансовой защищенности. Опираясь на многолетний жизненный опыт интеграции, опытные иностранные резиденты дают новоприбывшим несколько ценных и, можно сказать, жизненных советов, как сделать свою повседневную жизнь в Германии существенно проще, удобнее и даже спокойнее. Многие специалисты из крупных городов вроде Мюнхена рекомендуют по возможности точечно использовать коммерческие и частные сервисы вместо стандартных государственных решений. Опыт показывает, что когда человек готов заплатить за услуги немного больше базового тарифа, особенно если речь идет о переходе на частное медицинское страхование или использовании дополнительных пенсионных накопительных программ, система в ряде случаев начинает работать даже быстрее, снижая время ожидания у отдельных профильных специалистов. Однако, друзья, главным фундаментальным ключом в комфортной жизни в немецком обществе большинство мигрантов сегодня называют изучение местного языка. Здесь уже никакие деньги, IT-приложения или связи не помогут так глубоко адаптироваться в Германии, как знание немецкого. При этом опытные мамы, воспитывающие детей в Баварии, подчеркивают важную психологическую деталь. Местные жители ценят сам факт того, что иностранец искренне старается выучить их язык. Это часто помогает быстрее, кстати, наладить контакт в разных жизненных ситуациях. Таким образом, сегодня жизнь показывает, что даже если вы говорите на ломаном, несовершенном немецком языке, окружающие люди на улицах и сотрудники в учреждениях часто становятся более склонны помочь вам. Вы можете заметить этот эффект, когда будете звонить, например, по телефону, чтобы записаться на прием к врачу, задавать вопросы в государственных службах или просто спрашивать дорогу у прохожих. Местные жители обычно положительно реагируют на такие усилия, и даже если они переходят, например, на английский язык в середине разговора, отношение к вам, друзья, в целом становится более доброжелательным. Ну а финальное предостерегающее слово в этой теме принадлежит автолюбителям, которые настоятельно просят путешественников заранее изучить правила соседних стран. Если вы, друзья, планируете поездку на машине, рекомендуется приобрести специальную дорожную наклейку перед выездом на территорию Австрии. Немецкие водители предупреждают, автоматические камеры на австрийских автобанах работают очень строго, и нарушение правил может привести к штрафу.
Для некоторых водителей такие дорожные сборы становятся неприятным сюрпризом, поэтому часть людей заранее выбирает маршруты и страны с более привычными условиями движения. И это у меня еще не все. Вы знаете, друзья, комфортный быт и вопросы долгосрочной интеграции внезапно уступают место экстренным сводкам из сферы авиационной безопасности, которые приковали к экранам тысячи пассажиров по всей стране. В субботу, вчера утром, во втором по величине международном авиаузле Германии в Мюнхене было объявлено чрезвычайное положение. Один из заходивших на посадку гражданских пилотов во время маневра сообщил о возможном появлении в непосредственной близости от взлетной посадочной полосы неопознанного беспилотного летального аппарата. Реагируя на потенциальную угрозу безопасности полетов, руководство воздушной гавани приняло решение: с 9 часов утра аэропорт Мюнхена был временно закрыт для приема и отправки всех рейсов. Официальный представитель федеральной полиции Германии Стефан Байер подтвердил журналистам, что обнаруженный объект с высокой долей вероятно является тяжелым квадрокоптером, запущенным неизвестными лицами в запретной зоне. Сразу тогда на территории терминалов и по периметру всего летного поля развернуты были оперативные силы правопорядка, а в небо подняты полицейские вертолеты. Все авиасообщение баварской столицы временно было приостановлено по соображениям безопасности. На тот момент сразу диспетчерские службы не смогли дать точных прогнозов, как долго продлится это вынужденный сбой в работе аэропорта, из-за чего десятки пассажирских самолетов были перенаправлены на посадку в соседние города Нюрнберг, Штутгарт и Франкфурт. Авиационные аналитики с осторожностью напоминают, что этот инцидент может быть частью более широкой тенденции, ведь вы знаете, аналогичная ситуация уже происходила здесь в октябре 2025 года. Я вам об этом рассказывал. Тогда из-за полетов нелегальных дронов работу Мюнхенского аэропорта приходилось временно останавливать дважды на 24 часа. Немецкие законы сегодня предусматривают строгие наказания за подобные действия вблизи гражданских воздушных коридоров. Такой нелегальный запуск беспилотника квалифицируется как опасное вмешательство в движение воздушного транспорта, что может грозить крупными штрафами или лишением даже свободы на срок до 5 лет. Чрезвычайные происшествия в крупных транспортных узлах Баварии и вопросы безопасности переплетаются и с другими, куда более затяжными экономическими проблемами, которые ежедневно влияют на расходы жителей страны. Сегодня общий уровень инфляции в Германии действительно снизился по сравнению со своим историческим пиком, который, я напомню, был зафиксирован в 2023 году. Однако розничные цены на полках обычных супермаркетов, вы видите сами, по-прежнему остаются выше докризисного уровня. Экономисты подчеркивают, что за этим процессом стоят устойчивые структурные причины рыночного характера. Европейский центральный банк ЕЦБ сегодня в целом оценивает текущие макроэкономические показатели на самом деле как стабильны, а последствия тех недавних глобальных энергетических и геополитических кризисов на данный момент удалось стабилизировать. Но, тем не менее, для миллионов обычных семей в Германии каждый поход за покупками в магазины Aldi, Lidl или Rewe до сих пор воспринимается как ощутимая нагрузка на бюджет. И главное здесь заблуждение, которое часто встречается среди населения, заключается в непонимании самой сути инфляционных процессов. Рядовые граждане должны четко осознать, что снижение темпами инфляции вовсе, друзья, не означает автоматического возврата цен на тот прежний уровень. Это означает лишь то, что цены продолжают расти, но более медленными темпами, чем раньше. Экономический ущерб от резкого ценового роста за последние годы уже отразился и на бюджетах ваших домохозяйств, и этот накопительный эффект в ближайшее время никуда не исчезнет, формируя наоборот новую ценовую реальность. Во-первых, здесь кроется важный нюанс официальной статистики, который полезно понимать каждому покупателю. Когда государственные аналитики сообщают в новостях, что продовольственная инфляция в стране снизилась, например, до 2,8%, они имеют на самом деле в виду исключительно то, что продукты питания стали дорожать медленнее.
То есть цены при этом не разворачиваются наоборот вниз, как вы подумали, они продолжают расти, просто уже не так стремительно, как в предыдущие пиковые периоды. Если использовать наглядное сравнение, то перед вами высокая крутая такая гора. Даже если дальнейший подъем становится менее резким, сама гора никуда, друзья, не исчезает, и человек по-прежнему находится на высокой отметке. Если изучить нам с вами официальные базы данных статистического ведомства, Евростат за последние, например, 10 лет, вырисовывается неоднозначная макроэкономическая картина. На территории стран Евросоюза наиболее устойчивый и выраженный рост цен среди различных категорий товаров зафиксирован именно на повседневные продукты питания и безалкогольные напитки. Пример. За период с 2016 по 2025 год их розничная стоимость в магазинах выросла в среднем на 33,2%. Это весомый показатель, который обогнал по темпам удорожания такие традиционные показатели сферы, как энергоносители, те же коммунальные, кстати, услуги или промышленные товары из потребительской корзины. При этом, друзья, согласно свежим глобальным экономическим отчетам Организации экономического сотрудничества и развития, в мировом масштабе ситуация выглядит еще более напряженной. Цены на продовольствие на планете сейчас почти на 46% выше, чем в декабре 2019 года, то есть прямо перед началом пандемии. И самое важное здесь это скорость изменений. Вы должны знать, друзья, что на такой ценовой сдвиг рынку потребовалось около 6 лет. Для сравнения, друзья, в более стабильные периоды аналогичные изменения занимали аж примерно 16 лет постепенного развития экономики. Огромную и определяющую роль во всем этом процессе играет человеческая наша с вами психология. Регулярные опросы Европейского центрального банка наглядно показывают, что цены на продукты оказывают сильное влияние на общее восприятие инфляции у населения. А причина такая. Люди ходят за покупками в супермаркеты почти каждые 2-3 дня. Кассовые чеки занимают большую часть их еженедельного бюджета, а альтернативы здесь ограничены, ведь человек не может просто взять и отказаться от еды, согласитесь, так же как от покупки, например, смартфона или поездки в отпуск. По официальным данным банковских аналитиков, сегодня примерно каждый третий потребитель в еврозоне испытывает тревогу по поводу того, сможет ли он буквально в ближайшие месяцы продолжить покупать привычные продукты питания для своей семьи. Вторым мощным и крайне важным фактором, который сегодня продолжает толкать розничные цены вверх, стал ощутимый рост заработных плат на рынке труда. Рост расходов на оплату труда в конечном итоге, как вы понимаете, часто отражается и в конечной цене товаров для потребителей. Почему? Потому что как только на мировом рынке начали стабилизироваться тарифы на энергоносители и постепенно восстанавливаться цепочки поставок, в экономику вошел такой новый фактор давления – это стоимость рабочей силы. Оклады сотрудников выросли по всей цепочке продовольственного сектора, начиная от сезонных сборщиков урожая на фермах и заканчивая работниками перерабатывающих предприятий, водителями в транспортных компаниях и кассирами даже в розничных сетях. То есть в целом для самих наемных работников это можно рассматривать как позитивный тренд. Однако, друзья, для бизнеса содержание персонала, вы должны понимать, стало сегодня намного дороже. И эти дополнительные издержки, соответственно, частично отражаются где? Правильно, в конечной стоимости товаров, что мы и с вами наблюдаем на кассах магазинов. Специальные аналитические исследования Центрального банка, посвященные структуре формирования цен на продовольствие в еврозоне, показывают большое влияние этого фактора. Официальные заработные платы в сельскохозяйственном секторе Европы выросли на 6,2% в 2022 году по сравнению с предыдущим периодом, а затем увеличились еще более чем на 5% в 2023 году. В сфере транспортировки, логистики и складского хранения, который является, как вы понимаете, ключевым звеном в цепочке поставок, оклады выросли на 4,3% в 2022 году и продолжили рост на 6,3% за первые 3 квартала 2023 года.
Согласно экономическим оценкам аналитического агентства E&G Research, зарплаты на оплату труда в пищевой промышленности обычно составляют порядка 10-15% от общих расходов предприятия. Если мы с вами обратимся к общему глобальному отчету консалтинговой компании McKinsey под названием «Состояние рынка продуктов питания в Европе в 2026 году», масштаб этого факта становится еще более наглядным. В среднем по европейским странам расходы бизнеса на оплату труда увеличились на 5,1% буквально в 2025 году, продолжая опережать средний уровень инфляции цен на продовольствие. В Германии оклады сотрудников выросли примерно на 4%, в то время как розничные цены на продукты питания, еще раз напомню, прибавили около 2,2%. То есть крупные немецкие торговые сети частично компенсировали эту разницу за счет снижения собственной маржи. Но это происходило ограниченно, и бесконечно удерживать именно такие условия розница не сможет. При этом официальный индикатор заработной платы Центрального банка предполагает, что рост согласованных тарифов останется на уровне около 2,6% вплоть до конца текущего года. Таким образом, структурное давление на себестоимость продуктов питания сохранится и в дальнейшем, даже если со временем немного ослабнет. В-третьих, друзья, общие финансовые затраты на непосредственно производство продовольствия снова демонстрируют устойчивый рост, в то время как предложение готовой продукции на полках магазинов начинает в ряде случаев отставать от спроса. Не успела на мировых торговых биржах утихнуть первая волна кризисных колебаний, как на аграрный сектор начали влиять новые макроэкономические факторы. Свежие данные Евростата, фиксирующие стоимость сельскохозяйственного сырья, показывают сегодня большие изменения. Цены на оптовые уже закупки молока выросли на 12,6% в годовом исчислении. Куриные яйца подорожали на 10,7%, а вот стоимость зерновых культур увеличилась на 9,6%. Покупателям здесь важно понимать, что это базовые затраты производителя, которые до розничных цен в супермаркете доходят с временным лагом. Параллельно с этим процессом масштабный анализ потребительского рынка показал, что цены выросли почти на все абсолютно категории товаров, за исключением небольшой части из тех 64 исследованных в Евросоюзе продуктов питания. Наиболее сильный рост показывает шоколад, чья стоимость из-за дефицита какао-бобов, я вам рассказывал, увеличилась на 17,8%. Розничные цены на замороженные фрукты выросли на 13%, а говядина и телятина прибавили еще около 10%. А вот в ряде государств Евросоюза ситуация с базовыми товарами оказалась особенно напряженной. Там, кстати, цены на яйца выросли аж на 20% и даже более. В частности, в Чехии зафиксирован рост на 29%, а в соседней Словакии около 27%, что, конечно же, заставляет местные семьи существенно пересматривать свои ежемесячные бюджеты. Внутри глобальных цепочек поставок продуктов питания финансовое давление продолжает тоже нарастать. В свежем отчете Всемирного банка по продовольственной безопасности за весну буквально этого года отмечается резкий, почти 46% рост цен на азотные удобрения всего за один месяц. Вдумайтесь! Этот скачок был связан с очередными сбоями на энергетических рынках и геополитической напряженностью на Ближнем Востоке. Центральный банк указывает на отложенное еще последствия удорожания международного сельскохозяйственного сырья как на один из ключевых факторов, объясняющий, почему именно продовольственная инфляция по оценкам может оставаться повышенной вплоть до конца 2027 года. Согласно долгосрочным прогнозам, показатели будут стабильно держаться на уровне немного выше 2%. Экономическая логика здесь заключается и в том, что между ростом затрат у фермеров и изменением цен на полках магазинов, когда мы приходим, всегда происходит определенное время. Вы это понимаете. То есть любые ценовые шоки, которые происходят на сырьевых и фермерских рынках весной, потребители в супермаркетах обычно ощущают с задержкой в несколько месяцев, чаще ближе к осени. В-четвертых,
Вопреки распространенному мнению, крупные розничные сети и супермаркеты вовсе не загребают, скажем так, как вы подумали, золото лопатой и не получают сверхприбыли, а зачастую вынужденно перераспределять свои существенные издержки в сторону конечного потребителя, то есть нас с вами. Конечно, свалить всю вину за дорогие чеки на жадность крупных корпораций – это очень соблазнительный, простой и даже политически удобный шаг для многих популистов в Берлине. Однако подобные громкие обвинения во многих случаях не подтверждаются при более тщательной и объективной проверке независимыми аудиторами. В масштабном исследовании, результаты которого были опубликованы в январе 2025 года, экономисты проанализировали финансовую отчетность почти, внимание, 89 тысяч европейских производителей продуктов питания и безалкогольных напитков за длительный 10-летний период. Итоговый результат оказался невероятным. Чистая коммерческая наценка, то есть маржа предприятий сверх их базовых издержек за это время не выросла, а в среднем даже иногда снизилась. Согласно свежему европейскому отчету консалтингового агентства McKinsey, в пищевой промышленности средняя операционная маржа прибыли, то есть EBIT, в этом году составила около 2,8%. Эксперты описывают это положение как временно хрупкое такое себе равновесие, а не как устойчивое восстановление после нескольких лет инфляционного давления на бизнес. К схожим выводам приходят и аналитики рейтингового агентства S&P Global. Их оценки показывают, что более половины европейских ритейлеров вряд ли смогут вернуться к уровню чистой доходности, наблюдавшемуся до пандемийного периода даже в обозримой перспективе. На этом нас с вами, друзья, подробный аналитический выпуск на сегодня полностью завершен, а завтра я снова буду преданно ждать вас здесь же со свежей порцией честных и глубоких новостей. Если вам понравился сегодняшний подробный разбор, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк и огромное спасибо за просмотр этого видео до самого конца.